Здравствуй, страна. Сегодня, вы знаете, у нас сейчас ветер, да, воскресенье, в общем. Сегодня ветер как бы есть, но к вечеру говорят, что он сильно усилится. Потому что он по Новороссийску, по Анапе бьет. Но не такой, как прогнозировалось. Там прогнозировалось 32 метра, сейчас будет 19. Больше всего, конечно, Крыму достанется. Потом в Ейском районе ветер будет завтра весь день, и похолодание потом будет на один день. Вот Лена пыталась лозы уложить, но грязная земля тут все. Поэтому я ее отговорил, говорю, давай лучше займемся домом, утеплением сегодня. А завтра будет похолодание, и потом в последующие дни, там вторник, среда, будет повышение температуры, четверг, и там не будет такого ветра, и можно спокойно заняться уже садовыми работами, вот в частности прикопка винограда. Что, ребята, мы в этот ветреный день все в работе. Так, здесь мы уже запечатали. Сверлим чопики, вставляем, защелкиваем. Давай я сам сейчас кирпичу. Делаем ровненько. Давай, я. На. Так, здесь надо лучше. Да. Здесь лучше, конечно, сделать так. Там не надо пилить, потому что там щелка. Ну ладно. Вот так будет. Все ровненько. Ну, более-менее. И не надо подпиливать, там заклеится. Все. Так, ладно. Провозюкавшись здесь часа полтора, мы закрыли вот этот вот угол. Конечно, он у нас здесь не идеален, но в любом случае это будет теплый угол. Вот. Потом это будет все сеткой. А внутри нам это снизу вата идет каменная. Это для того, чтобы стена дышала. И вот вверху тоже будет панели, а вверху в самом вата. В общем, как-то так. Здравствуй, страна. Сегодня нас потрепало. Ветер был 25 метров в порывах. Я посмотрел уже. Вырвало последние куски с душевой. Вот этот пластик. Это можно даже, может быть, на камере посмотреть, как это произошло. Раскидало все по винограду и по огороду, короче говоря. Они пластины где лежат. То есть я слышал все это. У нас очень сильно гремела рейка так. Но тут тоже все. Вот этот чехол полностью водонепроницаемый. Надо что-то будет придумывать. Все растрепало. Здесь-то у нас ветер очень сильный. Знамя удивительно, но нержавейка выдержала. Все отлично. Здесь-то у нас все очень крепко стоит. Часто говорили, что мой павильон типа взлетит на воздух. Он даже при таком ветре не взлетит. Он клыками в землю пришит. Тут все сделано прочно на заклепках. Но здесь вырвало всю пленку нахрен. Вот, слава богу, что мы вчера все это дело утеплили. У нас остались только внутренние работы. Вот, а здесь все, короче, надо будет закрывать заново. Пленку вырвало. Но это все мелочь. Вот я пойду сейчас в ворота. Я вышел-то, собственно говоря, из-за ворот. Ворота вырвало на ту сторону. Они у меня открылись. Я специально, видите, машину подальше поставил, чтобы дерево не упало. Он даже тройник повалило, он никогда не падал. Вырвало, хотя было все закрыто. Видать, так качало, что вырвало их сюда. На эту сторону там петли скоро оторвется. Сейчас закрою.
Когда ворота закрываются, еще вот эти стержни заходят. Тут еще парочка есть вот этих, ну, их надо тоже было опустить. Потому что, а тут прям вырвало, что оно, видать, качало эти ворота. И так может и сломать эти петли к чертовой бабушке. Ну так, ущерб небольшой. Все мои ограждения хорошо сделаны, они стоят на месте. Так, это у меня все сухое. Дровишки здесь. Здесь у меня все прочно сделано. Все предусмотрительно. Бак вот, правда, бак этот лежал вон там. Вот. Его, видать, ветром унесло. Ну так вроде целое. Но это, знаете, у нас были порывы 25 метров в секунду. А на Должанке были самые крутые порывы. Даже больше, чем в Севастополе и в Крыму. А Должанка там же как хвост. И вот смотрите, значит, на карту, которую я вам предоставляю, это представляете, какой ветер здесь шел? Вот у нас сколько метров в секунду, а сколько у них? Ну, у Лены тоже тепличку так немножко порвало. Но это и все мелочи по сравнению с тем, что там творилось. И потом, кто близ моря живет, тому, конечно, досталось капитально. Так, ну, в общем, я съездил к Наде с Володей, у них все нормально, там по мелочи все это, да. А в Должанке Иванна и Винфрид, у меня друзья там, они тоже говорят, у них там только шифер сорвал, но они ночью уехали оттуда. И у них отключили электричество, поэтому они уехали. Но тоже все нормально, сухо, нет воды, но так сорвало шифер, кое-что там подломало, но это все ерунда. Вот. Сейчас идет какой-то мелкий дождик, не понимаю. Даже против солнца смотрю, такой дождичек идет. Хотя солнце светит. Что-то... свет у нас вырубили сейчас уже надолго. Сейчас до сих пор не появляется. Буду сейчас подключать бензогенератор. А я думаю, что такое? Здесь собирается туча идет и дождь пошел. Бензогенератор завел, сейчас прогреется. И включим хотя бы свет и холодильники. Спасает, конечно. Но он слабый, он на 2,2 киловатта примерно. Пока еще света нет, прошло уже где-то около часа, наверное. Электричества нет, работает бензогенератор. Сейчас закрою пока. В общем, хреновасто, конечно, с этим электричеством постоянно. Я понимаю, что, видать, ночью выключался свет. Вон, ветка валяется тоже. Ночью выключался свет. И они быстро его включали каким-то, может, перемычком. Не знаю, как это делается там у электриков. А вот именно сейчас они решили там что-то сделать глобальное. Видать, что-то у них там порвалось. Может, времянку кидали. Поэтому долго отключили, долго свет нету. А это же нету электричества на холодильнике. Температура все равно не позволяет. Все потечет. Мороженые продукты. Сейчас подниму эту штуку. В общем, вот такая вот хренотень. А мы сейчас поедем в поликлинику, пускай генератор работает. Нам надо это... Ксюха у нас простыла опять. Температура была высокая позавчера, как раз на стриме, музыкальном вечере. Вот, снимали температуру. Грипп сейчас идет. Сейчас вот температура маленькая, поэтому съездим в поликлинику к врачу. Я сейчас в машине сижу, жду. Вы знаете, один раз дали на сдачу моим 5 рублей. 5 рублей Банка России. Я никогда их не видел. А купюра 97-го года. И вот сейчас почему-то она вошла и откуда-то появилась. Но это вообще смешно. Я никогда таких не видел. Я, наверное, в коллекцию оставлю 5 рублей. Вспомнил что-то. Если кто видел такую купюру, скажите мне. Вот я ее вижу в первый раз. Вот так вот, друзья. Так и живем. Ну вот мы проезжали мимо.
Здесь, короче говоря, упало вообще дерево и подломило, вот отсюда упало и подломило провода, и вот они здесь, видите, как лежат, но электриков я здесь не вижу. И вот столб, видите, тоже сломался столб от ветра, вот так вот висит. Вот здесь вот это все может рухнуть вообще. Ладно, в общем, это я просто показываю, ребята, какая у нас здесь фигня. Но электриков нет. Да, деревьев наломало. Сейчас развернемся. Ну вот в этом месте получается катастрофа и со столбом, и с деревом. Столб, конечно, вообще дрова. Я поукрывал тут, короче говоря, как мог, вот эти все вещи, потому что нету больше ничего такого. Надо бы, конечно, ведро какое-то найти здесь, чтобы укрыть точильный станок, ну, пока нету. Потому что сорвало эту всю парашютную ткань, порвало в лоскуты. Так, ну и с душем все понятно. Вот погода вот сегодня поломала окончательно вот эти штуки, вырвала здесь все, раскидала. Плохо, что теплицу задела. Где-то что-то Ленкину порвало. А вон с той стороны там вот лохмотья плохо вот это вот. Там тепличка была такая маленькая. Ну ладно, это мы починим. В общем, все, ребята. На этом ролик заканчиваю. Хотели мы обшить вот это дело до конца, там внутри еще. И с той стороны нам надо еще обшивать, такой же угол делать. А потом будет уже наноситься штукатурка с сеткой. Специально штукатурить будем. Но надо вот дождаться теплых дней. Вроде как в пятницу, субботу будет теплее. В общем, работать дофига еще. Дофигища. У нас пошел типа гороха такого, ледяной дождь это называется, или град, не знаю, что это такое. Ну, в общем, сильный ветер опять поднялся, хотя не было ничего такого. И опять та же самая петрушка. Да вот решили мы, короче, диванчик этот пустить на дрова, потому что мы предлагали Наде с Володей забрать их, но на улицу, но он уже потрепанный, потрепанный. Поэтому ну, ничего не остается делать. Он занимает очень много места у нас дома. Это давно нам друг еще подарил, еще когда мы приехали. Забрали. Но мы решили здесь немножко перестановку сделать, чтобы было компактно и по-умному. Вот, кстати, этот поролон нам подойдет. Это еще пригодится. А здесь мы все будем разрушать. Так, это у нас тоже тряпочки, такие специальные, кожи вот это вот. С ней бы, конечно, поаккуратнее, она пригодится для обтяжки стульев каких-нибудь. Ладно, будем дальше пилить. Так вот, как бы кожу не поранить. Все равно пораним ее, кожу. Пришпилим. Ладно, потихонечку справимся. Ну, у нас наконец-то включили свет. Уж солнце вышло. И я собираю бензогенератор старенький, добренький, который помог хоть поддержать тепло, господи, электрическое наше, нужду электрическую для всех устройств. Все, короче, опять пошел какой-то град или что это такое, я не знаю. И солнце, вот наш старый диван, хана ему, распилили, потому что вытащить его было невозможно. Ну все, друзья, сейчас уже точно все. Теперь домашние дела остались.